Last hour we were looking at the conquest. На прошлом часу мы с вами рассмотрели завоевание земли. We're getting to the end of our course here. И мы потихонечку уже приближаемся к завершению курса. Going through these events a little bit more rapidly. Проходим сейчас через эти события уже все с более и более с высокой скоростью. So in the conquest, we are seeing one of the major emphases is it's a judgment on the Canaanites. И при завоевании мы видим, что один из ключевых аспектов это суд над хананеями. Again, we have judgment and we have grace. И опять же мы видим суд и мы видим благодать. For the Canaanites, it's their time of judgment that God has been patiently waiting. И для хананеев это время суда, и это время суда, которого Бог терпеливо ждал. Canaanites had every opportunity to trust in Yahweh. И у хананеев было огромное количество возможностей поверить в Яхве. God is always perfectly just when He brings His judgment. И также Бог всегда совершенно справедлив, когда осуществляет суд. But it's also not only fulfillment for the nation of Israel of promises and covenants that God made. Но также для народа израильского это исполнение всех тех обетований и заветов, которые дал Господь. But it's also God in grace giving them the land that they really don't deserve. Но также, помимо исполнения всех обещаний, Бог просто дает им землю, которую они не заслужили, хорошую землю. So, two major themes that we've been seeing throughout the Old Testament. Это две ключевые темы, которые мы видим на протяжении всего Ветхого Завета. Man under judgment because of rebellion and sin. Человек под судом из-за своего бунта, из-за своего греха. But in spite of man's sinfulness, God always acts also in grace to fulfill His word. Вопреки человеческой греховности, Бог всегда действует по благодати, чтобы исполнить свое слово. World history, including this period of time of the Joshua, и мировая история, включая этот период, включая период Иисуса Навина, is a display of God's faithfulness. Она являет нам Божью верность. Faithfulness to the prophecies that He's given. Верность обетованиям, которые Бог дал. Faithfulness to the covenants that He's committed Himself to. И верность тем заветам, которые Он заключил. God is fulfilling the plan that He laid out even as far back as Genesis 3:15. Бог исполняет тот план, который Он заложил еще очень давно, еще в Бытии 3:15. I mentioned throughout history, God is dealing with the issue of sin. И я напоминаю, что на протяжении всей истории Бог имеет дело с проблемой греха, Он разбирается. It's only the Bible that gives us a resolution to the problem of sin. И только в Библии мы видим, как проблема греха решается. God is using all of world history to end the problem of sin. И Бог использует всю мировую историю, чтобы покончить с проблемой греха. And part of that process involves judgment. И частью этого процесса является суд. So we have judgment and grace throughout all of these passages. И мы видим суд, который осуществляется, суд и благодать, которые осуществляются на протяжении всех этих. And through it all, God is always faithful, not only to Himself, to who He is in His essential being. И на протяжении всего этого повествования мы видим, что Бог верен не только по отношению к себе и к тому, кто Он есть, But He's faithful in His promises and His covenants. но Он верен в своих обетованиях и в своих заветах. So we saw the first implication, judgment on the Canaanites. Итак, мы видим первый вывод. Это Божий суд над хананеями. And we've been talking about God's grace upon Israel. И мы говорили уже о Божьей благодати к Израилю. So the conquest continues. Итак, завоевание продолжается. Begins by dividing the land. Начинается с разделения земли все. Conquering the central portion of the land of the Canaanites. Иисус Навин завоевывает сразу же центральную часть Ханаана. And the next area that will involve the conquest is the southern portion of Canaan. Следующая территория, которая подверглась завоеванию, это юг Ханаана. And a major city to the south, in fact, it was a fortress city.
И ключевым городом на юге, укрепленным городом, крепостью, it protected the Canaanite peoples from invasion from the south. они были захвачены, и эти крепости, они защищали Ханаан от вторжения с юга. Very important city, Lachish. Очень важной крепостью там был город Лахис. In fact, somewhat in the southern area, this is Negev, this is desert. И там уже дальше на юг это Негев, это пустыня. But Lachish is one of the cities that is at the boundary of the Negev and the hill country. Но Лахис, он как раз таки на границе между Негевом и уже там более южной территорией. This is the archaeological tell or the site of Lachish. Это археологическая раскопка на месте древнего Лахиса. Not too many tourists visit Lachish, but it's a very important site. Не так уж много туристов навещают Лахис, но это очень важное место, важная раскопка. So I took our group and we were able to go up at least to the entryway of Lachish. Я взял нашу группу, и мы смогли немножко прогуляться, по крайней мере, вот на на подступах к Лахису. So we have a record of the conquest, or at least some information in Joshua 10:5 and 31 through 32. И у нас есть записи о завоевании Лахиса в Иисус Навина 10 главе, в 5 стихе 31-32. Titus probably explained why cities were built on hills. Тайтус вам, наверное, объяснял, почему города строились на холмах. And how hills built up higher and higher over succeeding generations. И как холмы, на которых стоял город, конечно же, потихонечку поднимались, возрастали, когда там поколения одно за другим там жили. There would have been a massive wall all around the exterior of the mount. И по краю горы обычно строилась массивная стена. And archaeologists see the remains of that even today. И археологи видят остатки стены Лахиса даже по сей день. The only entrance would be through this entryway. Единственный вход в город был вот через там ворота. So we walked up that area to see at least the gate. И мы прошли вот вдоль этой территории, просто чтобы увидеть хотя бы ворота. This is a close-up of that entryway, although the photograph was taken earlier than more recent walkways that they've made. Да, ну и это вот фотография входа в Лахис, фотография более ранняя, сейчас они там сделали кое-какие ворота уже. The main archaeological remains are this palace from Canaanite period. Основная археологическая находка здесь это вот древний дворец Лахиса. В Лахисе еще в ханаанский периодом датируется. That's at the center of the tell. И он в центре раскопки. Quite extensive in the Canaanite period. Достаточно большой дворец ханаанского периода. That's the edge of it, just to show you a little bit of the archaeology. Краешек этого дворца, просто чтобы показать вам, как оно. So the southern portion is conquered. Итак, центральная и затем южная части Ханаана были завоеваны. So now the conquest moves to the north, and just like Lachish, И теперь уже завоевание двинулось на север, и подобно Лахису there was a northern fortress city, Hatzor. был также укрепленный город-крепость на севере, Ассор. It protected the Canaanites from invasion from the north. И он, в свою очередь, защищал хананеев от вторжения с севера. So it's very important to conquer Hatzor if they were to control the land. Поэтому, если они хотели контролировать эту территорию, очень важно было завоевать Ассор или Хацор. One of the most important archaeological sites in all of Israel. И это также одна из наиболее важных археологических достопримечательностей всего Израиля. So we visit Hatzor as well in the trip that I just took our group. В путешествии, куда я только что взял свою группу, мы навестили также и Хацор. This is the tell here. Вот там раскопка. Again on a mount or on a tell. Опять же, на холме, на горе.
There's probably been more archaeology done at Hatzor than most other archaeological sites. Наверное, больше было археологии сделано в Ассоре, в Хацоре, чем во всех других археологических точках. Another angle of the tell from another direction. И вот это взгляд на раскопку немножко с другого угла. Вот мы видим этот холм. This is from the south, Это с юга. or from the north looking south. Это, простите, с севера. Это с севера мы смотрим на юг, как бы туда уже дальше идет Иерусалим и дальше. Close up, a little closer look at the tell. Ну вот это еще более близкий взгляд на холм этот. More shots, more. Больше фотографий. In fact, what's most important is this six-chamber Solomonic gate. И на самом деле самый важный, важная достопримечательность здесь это вот шестикамерные Соломоновые ворота в городе. These gates were typical of these ancient sites. Типичные ворота, которые мы находим на древних раскопках. There's the Solomonic gate there, six Соломоновые chambers. ворота, шестикамерные. And that's a close-up of the, actually it's 1, 2, 3, 8 chambers. Ну, здесь даже, вы знаете, тут аж 8 камер в этих воротах. Okay. Будь здоров. Just other archaeological Ну, вот. artifacts. Некоторые другие археологические артефакты. Obviously, what a city always depends on is the water source. Ну и очевидно, что город всегда очень сильно зависит от водоснабжения. So it's got a extensive water system that you can walk all the way down. И там была достаточно развитая система водоснабжения, то есть вы можете спуститься вниз посмотреть. Because you have to have water, especially in times of attack. То есть всегда была там вода внизу города, и вам вода всегда нужна, особенно если ваш город атакуют. So they've dug a deep pit to have access to the water from inside the walls. И они выкопали глубокую яму, чтобы всегда иметь доступ к воде, даже если они внутри крепостных стен. That's a summary of the conquest of the land. И вот это такой обзор завоевания земли. The rest of the book of Joshua 13 through 24 we could summarize as the distribution of the land to the 12 tribes. Оставшуюся часть Иисуса Навина книги с 13 по 24 главу можем назвать как распределение земли между 12 коленами. And you can find charts like this in books like on historical geography. И таблицы подобные этой вы можете увидеть в книгах по исторической географии. So the land was distributed, first of all, on the east side of the Jordan. И земля была распределена вначале с восточной стороны реки Иордан. And then the rest of the land on the west side of the Jordan was also distributed. Ну и позже была распределена земля с западной стороны реки Иордан. And you can find maps like this in lots of the books. И подобные карты вы можете найти во многих книгах. So with the conquest, now we have the final phase of the makeup of the nation. Итак, при завоевании мы получили завершение последней фазы формирования нации. We have the birth of the nation, the people as a result of the Exodus. Мы видели рождение нации, мы видели народ, население образовалось после исхода. We have a common constitution in the Mosaic Law. Мы увидели далее Конституцию, Моисеев закон, данный при Синае. And now with the conquest, the children of Israel have the land and they are a full nation. И теперь при завоевании Ханаана уже у сынов израильских есть земля, и они полноценная нация. And like I said, the book of Judges is a dark period in Israel's history. И как я сказал, что книга Судей, период Судей, это темное время в израильской истории. The main failure is the children of Israel failed to wipe out the Canaanites. И самая главная неудача, самый большой провал, это то, что сыны Израилевы не смогли до конца полностью уничтожить хананеев. So we can draw some implications from that. И мы можем некоторые выводы сделать и из этого. But before we do that, one other implication relating to the far future. Но перед тем, как это сделать, давайте сделаем один вывод касательно будущего. Remember I mentioned that the plagues of Egypt were a foretaste of some of the future judgments during the tribulation period.
Помните, я упоминал, что 10 казней египетских – это своего рода предвкушение будущих судов, которые случатся во время Великой Скорби. Some of the 10 plagues were, we saw, very similar to some of the trumpet judgments and some of the bowl judgments. Некоторые из 10 казней весьма похожи на суды труб и суды чаш. We could also say that the conquest of the land and the partial defeat of the Canaanites И также мы можем сказать, что завоевание земли и частичное истребление хананеев that is also a foretaste or a preview of the final judgment before the second coming of Christ. это такое тоже предвкушение, предчувствие, предсказание о грядущем окончательном суде при втором пришествии Христова. And if you think the judgment of the Canaanites is brutal and bloody, И если вам уничтожение хананеев кажется очень брутальным и кровопролитным, read Revelation chapter 14, where we have a description of great bloodshed. то прочитайте 14 главу Откровения, где там кровищи вообще там как по узду лошади. Also Revelation chapter 16, where it references the Battle of Armageddon. И также 16 главу Откровения, где упоминается битва при Армагеддоне. Extremely bloody and totally destructive of the armies that are aligned against the Messiah. Море крови, куча трупов и полное уничтожение всех армий, которые объединились против Мессии. Now, one of the implications of the period of the Judges, И один из выводов, который мы можем сделать из периода судей, it shows that the people need regeneration. The Old Testament calls that circumcision of the heart. это показывает, период судей показывает нам нужду в возрождении, в рождении свыше, и в Ветхом Завете это называется обрезанием сердца. The Exodus, the event of the Exodus is the national redemption of the people. Событие исхода – это национальное искупление народа. But people also need a transformation of the heart individually. Но людям также необходимо изменение сердец в индивидуальном порядке. And this dark period of Israel's history shows that man, apart from regeneration, always fails. И этот темный период в израильской истории показывает нам, что невозрожденные люди всегда будут переживать провал. So let's take a look at the failure of the nation. There's a lot of lessons we can learn from it. И давайте рассмотрим ближе провал народа, и очень много уроков мы можем из него извлечь. If you study particularly the early chapters of the book, chapters 1 and 2, Если вы изучаете особенно ранние первые главы книги Судей, первую и вторую, you'll see that there's a record of every tribe, and every tribe failed to carry out what God commanded. то мы видим, что падение и какой-то духовный провал был в каждом колене израильском, и каждое колено не смогло исполнить то, что Бог требовал. Some were more faithful than others, Некоторые колена были более верные, чем остальные. but every tribe failed to wipe out the Canaanites. Но каждое колено в конечном счете не справилось с тем, чтобы уничтожить всех хананеев. And we see in the book of Judges the corrupting effect of the Canaanites. И в книге Судей мы видим растлевающее влияние хананеев на израильтян. That's the reason it's a dark period of time in Israel's history. И по этой причине этот период времени весьма темный в израильской истории. Another observation that can be made about the book of Judges. И еще один вывод мы можем сделать из книги Судей. All of the enemies are just local enemies, local Canaanite tribes. По большей части их врагами были местные хананейские племена. Это были местные враги. There's no major world empires that attack the children of Israel. В то время не было какой-то глобальной мировой империи, которая атаковала бы сынов Израиля. So, had they been faithful, they would have been easily defeated, the enemies. Had the children of Israel been faithful. Если бы сыны Израилевы были верными Богу, то они легко поражали бы этих врагов. This is also another illustration of the cycles of sin that we've been seeing throughout world history. И также книга Судей – это еще одна иллюстрация вот этих циклов греха, которые мы видим на протяжении всей мировой истории. In fact, let's take a look at chapter 2 of the book of Judges. И давайте сейчас взглянем с вами на вторую главу книги Судей.
Because essentially we have the same cycles that I've been referring to kind of in a broader sense. Потому что, по сути, мы видим в книге Судей повторение тех же самых циклов, о которых я говорил до этого в более общем смысле. They're in a different order than what I presented them. Тут немножко в другом порядке идет, чем я представил. But we have the same elements that I put on those slides with the Но есть cycles of sin. все те же элементы, которые я размещал на слайдах, говоря о циклах греха. Let's start. Where do we leave off? Давайте начнем там, с кого мы, с кем Why мы don't you закончим. start, Katya? Read 11 and 12. Катя, прочитай, пожалуйста, 11-12. Chapter 2. Ізраїлеві сини чинили зло в Господніх очах і служили Ваалам. І вони покинули Господа, Бога батьків своїх, що вивів їх з єгипетського краю, та й пішли за іншими богами, за богами тих народів, що були в їхніх околицях, і вклонилися їм і гнівили Господа. So 11 and 12 shows the evil and the rebellion of the nation of Israel. Итак, 11 и 12 глава показывают нам на зло Израиля и на то, как они бунтовали против Бога. And notice in the middle of verse 12 is a reminder that Yahweh is the one that brought them out of Egypt. И обратите внимание, что посередине 12 стиха есть напоминание о том, что именно Яхве, Господь, вывел их из земли египетской. But rather than following the Lord or Yahweh, they followed the other gods, the gods of the Canaanites. Но вместо того, чтобы последовать Господу Яхве, они последовали за другими богами, богами Ханаана. Daniel, read verse 14 first. Даня, прочитай, пожалуйста, 14 начало этого стиха. И воспылал гнев Господень на Израиля, и предал их в руки грабителей, и грабители их, и предал их в руки врагов, окружавших их, и не могли уже устоять пред врагами своими. Okay, so God brings discipline upon the nation of Israel. Итак, Бог навел дисциплину на народ израильский. We see the wrath of God, the anger of the Lord burned. Мы видим, что гнев Божий воспылал на них. And He delivers them to the plunders that surround them. И Он предал их в руки грабителей и врагов, которых окружали. So 14 and 15 we have God's wrath. И в 14-15 стихе мы видим гнев Божий. Read Daniel, also verse 15. Таня, прочитай, пожалуйста, 15 стих. Куда они не пойдут, рука Господня везде была им во зло. Как говорил им Господь, и как клялся им Господь, им было весьма тесно. So it's a description of that wrath. И вот это описание вот этого гнева. And then we have God's grace in verses 16 and 17. И потом мы видим в 16-17 стихах благодать Божию по отношению. Read 16 first. 16 стих, прочитай, пожалуйста. И воздвигал им Господь судей, которые спасали их от рук грабителей. So God raises up men that will deliver them from the plunderers. Итак, Господь воздвигал им, возвышал для них людей, которые освобождали их от грабителей. So God raising up judges are evidence of grace. И Бог, таким образом, воздвигая им судей, показывал, проявлял свою благодать к ним. Read 17, Olya. Прочитай, пожалуйста, 17 стих. Но и судей они не слушали, а ходили блудно вслед за другими богами и поклонялись им. Скоро уклонялись от пути, которым ходили отцы их, повинуя заповедям Господним. Они так не делали. Okay, this is a summary of the rest of the book of Judges. This is what happens over and over. We have these cycles of sin. Это краткий обзор всей книги Судей. Мы снова и снова и снова видим эти циклы греха. God acts in grace, but immediately in verse 17, they don't listen to the judges. Бог поступает с ними по благодати в 16 стихе, но незамедлительно в 17 мы читаем, что они не слушают судей и поступают по-своему. We see the corrupting effects of sin. Мы видим тлетворное влияние греха. And then in 18 and 19, God delivers them. This is acts of grace again. В 18-19 стихах мы видим, что Бог избавляет их, и это снова действие Божьей благодати. Oleg, read verse 18. Олег, прочитай, пожалуйста, 18. Коли Господь поставляє їм суддів, то сам Господь був і суддею, і рятував їх від ворогів їхніх.
в усі дні судді. Бо жалів їх Господь, коли чув стогін їхніх від тих, що гнітили і пригноблювали їх. Okay, God delivers them, acts of grace. Итак, Бог избавил их. Это действие благодати. And then 19, Юлия. 19 стих. Скоро умирал судья, они опять делали хуже отцов своих, уклоняясь к другим богам, служа им и поклоняясь им. Не оставил отдел своих и от строготного пути своего. Okay, so verses 11 through 19 is a summary of the rest of the book. Итак, стихи с 11 по 19 это краткий обзор всей книги. You'll see this pattern throughout the rest of the book. И мы видим вот эту закономерность событий, последовательность событий на протяжении всей книги. And it goes in cycles over and over and over. И оно идет по кругу снова и снова и снова и снова. God raises a judge, they don't listen to the judge, they Бог fall возвышает into, судью, они его не слушают, they do evil, делают зло, and then they're plundered by another enemy. и Бог насылает на них другого, следующего врага. And this is what I've presented in my slide of the cycles of sin. Именно это я вам показывал на своих слайдах, говоря о циклах греха. God works a work of grace. Бог осуществляет труд благодати. In this case, raising a judge and defeating the enemies. А в данном случае возвышая судью и уничтожая, поражая врагов через And него. they have a period of peace. У них есть какой-то период мира. But then you see sin having its corrupting effects, particularly the sin of the Canaanites, Но далее мы видим, как грех оказывает свое тлетворное влияние, особенно грех Хананеи. particularly following the gods of the Canaanites. И особенно мы видим это в связи с следованием хананейским богам, поклонением. God allows them to degenerate till sin reaches its full corruption. Позволяет им растлиться, развратиться до той точки, что грех уже дальше некуда. So God patiently endures them. Бог терпит, снисходит к ним какое-то время. Then he intervenes and brings judgment Но потом Бог вмешивается и наводит суд. and salvation. И дает спасение при этом. Okay? So we have these cycles of sin. То есть у нас вот эти снова и снова мы видим циклы греха. So we have the fate of every tribe. Итак, мы видим, что провал каждого колена. And the enemies are mainly local. We have the cycles of sin. И враги их в основном местные, но мы видим вот эти вот циклы греха. And you'll see in this passage in chapter 2, И вы видите вот в этом отрывке во 2 главе, which is a summary of the rest of the book, that the main problem is idolatry. и это 2 глава, этот отрывок, это обзор всей книги. Мы видим там, что основная их проблема это идолопоклонство. Children of Israel are worshiping the gods of the Canaanites. Сыны Израилевы склонны поклоняться хананейским богам постоянно. That's the reason God wanted them to wipe the Canaanites out, to avoid this problem. И вот это была причина, по которой Бог говорил им уничтожить хананеев, потому что, чтобы избежать этой проблемы. An emphasis of the book is that the people did what was right in their own eyes. И акцент книги в том, что все делали то, что было правильно в их глазах. Все делали то, что считали нужным. You have that little phrase over and over. In that time, people did what was right in their own eyes. И мы видим снова и снова эту фразу. В то время люди поступали так, как было правильно в их глазах. In fact, turn to the very last chapter of the book. И откройте, кстати, вот даже самую последнюю главу книги. And notice how the book ends. Посмотрите, как книга заканчивается. Kind of a summary of people's attitude during that period of time. Это вот такой краткий обзор, подведение итогов тому, как вообще настроены были израильтяне в тот период времени. Boba, read 21:25, last verse in the passage. Прочитай, пожалуйста, 21-25, последний стих книги. 21-25. Судьи, да. Last verse. Последний стих. В те дни у Израиля не было царя, и каждый делал то, что считал правильным. See the last phrase, everyone did what was right in their own eyes. That's a summary of that period of time. Вот видите, это последняя фраза. Каждый делал то, что ему казалось справедливым. Это обзор тех вот последних времен. People were not concerned about obedience to the law.
Люди вообще не заботились о том, чтобы слушаться закона, totally self-centered and selfish lifestyle. зациклены были на себе и жили эгоистично. But notice in verse 25, it also says there was no king in Israel. Но обратите внимание, в 25 стихе говорится, что в те дни не было у Израиля царя. So the last point on this slide is this period of time shows that they can't rule themselves. They're going to need a central ruler like a king. Этот отрывок, последний стих, показывает, что сами собой они управлять не могут, им нужен какой-то центральный, главный правитель и централизованное правление. This is how the book of Judges ends in a reference to no king ruling. И так заканчивается книга Судей, указывая нам на то, что не было царского правления. Which prepares the way for the next portion of the history of the nation of Israel. И это готовит нас уже к появлению следующего этапа израильской истории. So the book of Judges implies that the people cannot rule themselves. И книга Судей подразумевает, что люди не в состоянии управлять сами собой. They need regeneration, they need a new heart, Они нуждаются в возрождении, в новом сердце. and there's also a need for a king, И они также нуждаются в царе. one that can rule over them. Они нуждаются в ком-то, кто мог бы ими, такими буйными править. So that's a dark period in Israel's history. То есть вот это очень темный период в израильской истории. We have the bright spot of the conquest, but very shortly after the conquest, there's failure. То есть есть светлая страница при завоевании, но вскоре после завоевания мы видим уже снова пошли поражения. And primarily failure to observe the covenant. И поражения в основном касались неспособности соблюдать завет. First commandment of the covenant, Первая заповедь завета. shall have no other gods before me. Первая заповедь из 10: у тебя не должно быть иных богов пред лицом Second моим. one, making no images of gods. Вторая заповедь: не сотвори себе никакого образа Бога. During the period of Judges, they disregard the most important commandments of the Ten Commandments. В течение периода Судей они чихать хотели на две самые главные заповеди из 10. That's why it's a dark period of И time. вот почему период времени этот настолько темный и нехороший. We can conclude this major event with a final thought. God's will cannot be done in the flesh. И мы можем завершить этот период таким вот утверждением заключительным, что Божья воля не может осуществляться по плоти. Even if it's attempted, it will fail. Даже если есть попытка ее осуществить по плоти, это будет провал. And ultimately, other gods will be substituted for the one true God. И в конечном итоге люди заменят единого истинного Бога какими-то другими богами, идолами и так далее. So that's our period of conquest and judges, Итак, вот это период завоевания и период судей. or the major event relating to the conquest. Либо главных событий, связанных с завоеванием. Any questions so far? We've been going kind of rapidly the last couple of days. So Есть ли какие-то вопросы? Мы последние несколько дней двигаемся довольно стремительно. many events. Много событий. Very important period of time in Israel's history. И это очень важный период времени в израильской истории. The period of the kingdom. Период царства. And we want to devote the rest of today to discussing this period called the kingdom. И остаток сегодняшнего дня и завтрашний день я посвящу именно вот этому периоду, обсуждению периода царства. We won't complete the discussion on the kingdom, well, obviously till tomorrow. И мы завершим это обсуждение, наверное, только завтра. There are two phases that we're going to look at in this period of time. И есть две фазы, которые мы будем рассматривать в течение периода царства. We're going to talk about the kingdom in all of its glory and the events leading up to the kingdom. И мы поговорим о царстве, во-первых, во всей его славе, золотом периоде царства и событиях, которые привели к этому золотому периоду. This was a period of time where Israel was the world power. They were the world empire of the day.
И мы поговорим о том периоде, когда Израиль был мировой империей, они были ключевой мировой силой своего времени. Unfortunately, it was a very short period of time. К сожалению, этот период времени крайне недолгий. As a result, secular world history sometimes just brushes over that period of time. И в результате светская мировая история просто зачастую этот период как бы пролетает мимо него, не обращает на него внимания. But under David and Solomon, Israel was the world empire. Но при Давиде, особенно при Соломоне, Израиль был ключевой мировой империей. They were as dominant as the Babylonian Empire when the Babylonian Empire controlled the world. Они доминировали настолько же сильно, как в свое позже доминировал Вавилон, когда стал мировой империей. They were just as dominant as the Roman Empire when the Roman Empire controlled all of the world. Они доминировали настолько же сильно, как Римская империя, когда она контролировала мир. The difference is the Babylonian Empire lasted a lot longer than the period of Solomon, David and Solomon. Разница между Израилем и Римом лишь в том, что Рим дольше продержался, чем Израиль при Давиде, а потом при Соломоне. And also the Roman Empire lasted hundreds of years. И Римская империя, она срок ее доминирования были сотни лет. So secular world history gives a lot of attention to both those empires as well as the Greek Empire. Вавилон также был достаточно долгим, и потому светские историки уделяют время в основном Вавилону, Греции, Риму. And secular history brushes over or even ignores this period of time when Israel was dominant. И светские историки либо как-то замазывают, замалчивают или вообще игнорируют тот период истории, когда Израиль доминировал в So мире. in reality, the secular world wants to ignore the kingdom that God establishes. И в реальности светские историки пытаются проигнорировать то царство, которое сам Бог установил. So the emphasis is placed elsewhere in the history books. И в книгах по истории акценты расставляются по-другому поэтому. But you need to keep in mind and also make the point that this kingdom of Israel was just as dominant. Но вам нужно помнить, и это весьма важно, что царство израильское в своем расцвете было настолько же могущественным. And it's part of the plan that God has for ruling on earth. И это часть того плана, который был и есть у Бога, чтобы Богу править на земле. This was a period of time where God ruled the nations through his instrument, Israel. Это был тот период времени, когда Бог правил народами через свой инструмент, через Израиль. So we have some patterns or we have some forerunners to a kingdom that God ultimately will establish. И мы видим уже какие-то закономерности, мы видим уже в определенном роде царство прообраз, царство предшественника для того царства, которое Бог установит в конечном счете. So I'm going to divide this period into two parts, two major clusters of events. И я разделяю это царство на две части, на два основных блока событий. We're going to talk about the kingdom in its glory. Мы поговорим о царстве в его славе, в самом пике величия. I describe another series of events of the destruction of the kingdom. И потом я пишу другую серию событий, это разрушение царства. So we actually have three more events left to deal with. И на самом деле у нас еще три события осталось. The kingdom, Царство, destruction of the kingdom, уничтожение царства, and then the end of the Old Testament, the return of the children of Israel to the land of Canaan or и Palestine. конец Ветхого Завета – это возвращение сынов Израилевых в Ханаан, в Палестину, на их территорию. So there are many chapters, many events, but we're going to look at them as a cluster and call it the kingdom. И глав, и событий на самом деле много, но мы будем рассматривать это как блок, целый блок событий, и будем называть это царство. In the English Bible, it goes from 1 Samuel all the way to 2 Kings. The Russian Bible is organized a little bit differently. В английской, украинской Библии это первые две книги Самуила, и потом первые еще две книги царств. В русской Библии чуть иначе. In the Russian Bible, this is what, Kings? First Kings, like Yeah.
like And 4 kings. Yeah. 4 books of Kings. 4 big books of Kings. They all relate to the kings. This is probably a better title than the English title. Ну, кстати, в синодальном переводе название, наверное, даже получше, чем английское. Because all 4 of those books pertain to a period of the kingdom. Потому что все 4 эти названия, они так или все 4 эти книги так или иначе связаны с периодом царства. And they include both the high point and also the destruction of the kingdom. И в этих книгах описывается как наивысшая точка славы Израиля, так и разрушение царства. So we don't forget, we need to remember that God lays foundations building upon one another. И нам нельзя забывать, что Бог накладывает основания одно на другое. Starting with creation, and then we have that good creation disrupted or degenerated. Начиная с сотворения, потом мы видим, как это хорошее изначальное творение, оно подверглось растлению. Fall of man had an effect on the entire good creation. И мы видим, как грехопадение человека оказывает негативное влияние на все хорошее творение. God brings judgment, which is a forerunner of all future judgments. He's going to deal with sin. Бог наводит суд, который является предвестником, прообразом всех будущих судов, и Бог таким образом через суд разбирается с грехом. All of world history, God is going to resolve the issue of sin that began with the fall. И на протяжении всей мировой истории Бог будет решать проблему греха, которая появилась еще в момент грехопадения. The flood is an illustration of God dealing with sin. He's separating that He wants to preserve from that is destroying. И потом это иллюстрация того, как Бог поступает с грехом. Бог отделяет тех, кого Он решил сохранить, от тех, кого Он решил уничтожить. Another judgment, the scattering. God intended man to fill the earth. И следующий суд – это рассеяние. Бог задумал, что люди будут рассеиваться по земле, наполнять землю. God intervenes to bring about the scattering. И когда они отказались это делать, Бог вмешался и устроил им рассеяние по-плохому. Out of the nations, He calls one man, Abraham. И из всех народов Бог призвал одного человека по имени Авраам. God's going to create a counter culture or a counter nation to the other nations. И Бог решил создать народ, который будет своего рода контрнародом, контрнацией в отношении всех остальных. God's going to work through that nation that's going to be separate to Him. И через эту особую, отделенную лишь для него нацию, Бог собирается трудиться дальше. So after the patriarchal period, we have the nation of Israel. И после периода патриархов мы видим, как появляется народ Израиля. And that leads to the period of the kingdom where Israel rules the world. И это ведет к периоду царства, где Израиль правит миром. This is God's design. Это Божий замысел. Unfortunately, the kingdom collapses. К сожалению, это царство, оно разрушилось. And during this period of time, it anticipates a king that is the ultimate king. И в течение вот этого периода уже начинается ожидание того царя, который станет уже последним и лучшим царем. When the sinless king comes, we call him Messiah. Но когда этот безгрешный совершенный царь приходит, мы называем его Мессия, Messiah will establish a kingdom that is beyond the kingdom of Israel. то this is anticipation. Anticipation Да, of то есть- Messiah and a kingdom. То вот все люди ждут, что когда этот совершенный царь придет, что он установит такое супер царство, которое превзойдет предыдущее царство. So we have all of the aspects of that future kingdom in this earthly kingdom of David and Solomon. И все аспекты будущего царства на земле мы видим уже в царствовании Давида и Соломона. So this period is very, very important, so we want to take a careful look at it. И этот период весьма важный, и нам нужно внимательно его рассмотреть. Now, when Messiah came, did he establish a kingdom? Но когда Мессия пришел реально, установил ли он царство? No, Нет. because Israel rejected their king. Поскольку Израиль отверг своего царя. So the king established a period of time awaiting a return. И царь, он установил как бы определенный период времени,
в течение которого мы ожидаем его возвращения. Where Israel is under discipline and Israel is set aside for a period of time. И в течение этого периода Израиль находится под дисциплиной, и Бог поставил Израиль в угол на горох. And now Израиль ждет. God is using a new entity, we call that the church. И Бог использует, так сказать, новую сущность. Он использует церковь. If we had time in this course, we would talk about the beginning of the church, and also there's an end, or an end to the earthly role of the church. И если было время, мы в этом курсе даже сказали про начало церкви и окончание земной роли церкви. And the New Testament speaks of the return of Messiah to establish that kingdom that was predicted during that period of time. Новый Завет говорит о возвращении царя для установления обещанного царства. Это произойдет в будущем. That kingdom will have Israel as the major nation during the millennial kingdom. И в этом царстве Израиль будет ключевой нацией, правящей нацией на земле. So we have foundation upon foundation leading up to the ultimate millennial 1,000-year kingdom on earth. И мы видим, как одно за другим накладываются вот эти основания, и все это ведет нас к будущему тысячелетнему царству на земле. That's world history. Это мировая история. That's the plan of God. Это план Божий. And God revealed little seeds of that all the way back in Genesis. И некоторые уже намеки, маленькие вот семена, вспышки вот этого плана Бог показывает уже то там в книге Бытие. The seed of the woman is to rule. Уже в самом начале книги Бытия, в 3 главе, говорится о том, что семя жены будет править. Purpose of mankind is to subdue and rule the earth. И целью человечества является править землей и владычествовать над ней. During David and Solomon, the nation of Israel ruled the earth. В течение правления Давида и Соломона израильский народ правил землей, правил миром. Messiah will return and rule the earth with the nation of Israel as an instrument. И будет править миром, используя народ израильский как свой инструмент. So let's take a look at this kingdom. И давайте посмотрим на вот это царство. Because it lays a foundation for the future kingdom. Поскольку его история закладывает основания для будущего, грядущего царства. And again, this period of time displays more attributes of God. И опять же, этот период времени показывает нам еще больше атрибутов Божьих. One of the things that we can look at is the wisdom of God. И один из моментов, на который мы можем обратить внимание, это Божья мудрость. Now, in all of these, there's several things we could look at. We could look at sovereignty again. И, конечно, говоря о царстве, мы можем видеть несколько Божьих атрибутов. Мы можем говорить о суверенной власти Бога. We could look at wrath again, wrath of God again. Мы снова можем увидеть гнев Божий там. But I select wisdom because it's during David and Solomon, that we have the wisdom literature. Но я избрал мудрость как ключевой атрибут Бога в этот период, поскольку именно в это время, особенно в правлении Соломона, мы видим появление литературы мудрости. So we are seeing that God has a wise plan and God is a God of wisdom. И мы в этот период особенно ярко увидели, что у Бога есть мудрый план, и Бог есть Бог мудрости. A quote by a theologian by the name of Leitner. Вот цитата богослова по имени Лайтнер. God knows how to use His infinite knowledge, that's omniscience. Бог знает, как использовать свое бесконечное знание, то есть свое всезнание. To the best possible end, that's wisdom. Для наилучшего завершения, для наилучшего окончания, это и есть мудрость. So knowledge, in the case of God, omniscient knowledge, И знание, в случае Бога знание неограниченное, has a purpose and an end, we call that wisdom. оно имеет определенную цель и определенный конец, и мы называем это мудростью. Just a couple of passages that speak of the wisdom of God. We have Isaiah 28:29. Просто несколько отрывков, которые говорят о мудрости Божьей, мы видим это в Исаии 28-29 главе. Vova, why don't you read 28 and 29? О, прочитай, Oh, пожалуйста, wait a minute, you read 28-29. that, Ты читал это, да? It's, И это происходит от Господа Саваофа, дивны судьбы Его, велика премудрость Его.
Okay, his counsel is wonderful, his wisdom is great. Хорошо, его судьбы или советы дивные и премудрость его велика. Passage in the New Testament, Kostya, Romans 11:33, which actually Paul quotes from the Old Testament. В Новом Завете, Костя, прочитай, пожалуйста, Римлянам 11:33, кстати, это цитата из Ветхого Завета. О бездна богатства и премудрости и видения Божия, как непостижимы судьбы Его и неследимы пути Его. This is after Paul lays out the great doctrine of receiving God's righteousness. И это Павел говорит это после того, как изложил вот эту великую доктрину о получении Божьей праведности. The doctrine of soteriology, the major doctrines of soteriology. Доктрина сотериологии, ключевая доктрина сотериологии. He worships God, recognizing the depth of the riches of His wisdom and knowledge. И Павел склоняется перед Богом, признавая глубину и величие Его мудрости и знаний. They're unsearchable, and His judgments are unfathomable. Его суды, Его решения непостижимы и пути Его And неисследимы. we see this illustrated in God establishing a kingdom. И мы видим это в том, как Бог установил царство израильское. So we've seen several events. We won't mention all of them again. И мы уже видели некоторые события, мы сейчас уже не будем All these перечислять. events leading eventually to a kingdom. И все эти события ведут в конечном счете к царству. So let's focus on this period of time and И look давайте at it as сфокусируемся a cluster of events. на этом периоде времени и рассмотрим его как такой массив событий, блок событий. Here's our broad outline of the entire Old Testament. И вот наш такой обширный план всего Ветхого Завета. The Old Testament anticipates the coming of Messiah. Весь Ветхий Завет — это ожидание Мессии. This is in your outline, Это on в your ваших, outline sheet. кстати, листочках есть. The main instrument is Israel, so we have the origin of Israel. Ключевой инструмент в этом процессе Израиль, поэтому в начале мы видим происхождение Израиля. We completed looking at the emerging of Israel. They are a nation now. Мы уже с вами закончили рассматривать становление, появление Израиля как нации. Они уже нация в этот момент. Now we want to look at a major period of time. We call that the kingdom of Israel. И теперь мы хотим рассмотреть ключевой период времени, это царство израильское. We can break down that part of the outline into different smaller subdivisions. И эту часть плана мы можем разбить на некоторые подпункты. So the kingdom, let's break it down. This is the kingdom of Israel. И вот царство Израиля, давайте вот разобьем немножко. First, we have the United Kingdom. This is the part that leads up to David and Solomon. Во-первых, мы видим период объединенного царства. Это тот период, который привел к власти Давида и Соломона. And in the English Bible, this runs all the way through what we describe as 1 Kings chapter 11. Да, ну и в английской Библии это все, ну и в нашей Библии, это до 3 царства 11 главы идет, в нашей Библии. Or in the Russian Bible, 3 Kings. Да, в украинской Библии 1 царство 11 глава. And the story begins with Samuel. И вся эта история начинается с Самуила. In fact, this portion, the first 8 chapters, И вот этот раздел, первые 8 глав, are transitional from the period of the judges to the period of the kings. описывает переходной период между периодом судей и царства. Samuel is the last judge. Самуил — это, по сути, последний судья. But God also gave him the gift of prophecy, so he's a prophet. Но Бог также дал ему дар пророчества, и поэтому он пророк. And God will use him to be the prophet that begins the process of raising up kings. И Бог использовал Самуила, чтобы начать процесс поставления царей на царство. God instituted that the kings would be anointed by a prophet. И Бог так все установил, что царь должен был быть помазан пророком. So Samuel's going to anoint the first 2 kings. Поэтому Самуил помажет первых 3 царей. So let's take a look at this period of time on our timeline.
И давайте посмотрим все эти события на нашей хронологии. in terms of periods of time rather than individual events. И на этой хронологии мы уже говорим о периодах, а не отдельных событиях. We talked about the origin of Israel, extending from the creation all the way to the end of the book of Genesis. Мы говорили о происхождении Израиля, отсчитывая его начало от сотворения и до конца книги Бытия. From creation to the end of the patriarchal period. То есть происхождение Израиля это от вся книга Бытия. Then we have the emergence, до конца патриархов. the emergence of Israel, beginning with the book of Exodus, running to the book of Judges. Мы видим становление Израиля, начиная с книги Исход, заканчивая книгой Судей. Shorter period of time. Более краткий период времени. And now we're going to look at this period of time we call the kingdom from just before 1000 BC. И теперь мы рассмотрим вот этот период царства от примерно 1000 года до нашей эры To 586 BC. до 586 года до нашей эры. That'll be the final destruction of the nation of Israel. Это будет окончательное уничтожение народа израильского. So we're progressing in our world history here. И вот мы продвигаемся тут в нашей мировой истории. And the story, as I said, is a transition from judges to kings. И, как я сказал, что в истории сейчас идет определенный переход между судьями и царями. And this site of Mishpah, not too far from Jerusalem, just north. И вот эта раскопка Мишпа или Мицпа недалеко от Иерусалима на север. I use that as a background slide because some of the events will take place at that site. И я использовал эту фотографию, потому что многие описанные события происходят в этом месте. In 1 Samuel chapter 7, let's read a few verses there. В Первом Царств 7, давайте прочитаем несколько стихов оттуда. Первое Царств 7, 3, 4. This is leading up to the appointment of the first and anointing of the first king. Вот эти события привели к помазанию, к поставлению первого царя. Irad, you want to read chapter 7, verses 3, read verse 3 first. И прочитай, пожалуйста, Первое Царство, 7 глава, 3 стих начала. The earlier chapters just talk about the conception and birth of Samuel, this prophet. Предыдущие главы говорят нам о зачатии, рождении и возрастании пророка Самуила. The emphasis is on the godly family that raised him up. И акцент на благочестивой семье, которая взрастила его. And in fact, he spent his early years in the temple. He was a priest. И ранние свои годы, юность свою он провел в храме, он был священником. So he grew up in the environment of the temple. И он вырос в окружении храма. So those are the early chapters, but let's skip to chapter 7 when he's an adult. Это более ранние главы, но давайте перейдем к 7 главе, когда он уже взрослый. We can't develop the whole life of Samuel because the emphasis is on the kings. Мы не можем тут в этом разделе всю жизнь Самуила рассматривать, потому что основной акцент этого периода на царях. So read verse 3 of chapter 7. Прочитайте, пожалуйста, 3 стих 7 главы. И сказал Самуил всему дому Израилеву, говоря: если вы всем сердцем своим обращаетесь к Господу, то удалитесь среди себя богов иноземных и остав, и расположите сердце ваше к Господу, и служите Ему одному, и Он избавит вас от руки филистимлян. Okay, what is he referring to in that passage in verse 3? О чем здесь говорит Самуил в этом отрывке в 3 главе? Про божество. Repentance from worshiping other gods. What period is he referring to? О Yeah, каком периоде, that's correct. о каком периоде времени он говорит? Вы правильно сказали, о каком периоде он говорит? Judges. Yeah, remember, this is the end of the period of the judges. It's a transition to a new era. Помните, это уже окончание периода судей, это переход к какой-то новой эпохе. So God is calling the children of Israel back to himself after this dark period of time. И Бог призывает народ израильский назад к себе после вот этого темного времени. The Ashtaroth, that's a Canaanite god. Астарты — это вот эти ханаанские боги или богини. And they're being oppressed by the Philistines. So they're under the oppression of a foreign enemy. Да, и мы видим, что в этот момент израильтяне угнетаемы филистимлянами, то есть их иностранные враги сильно
задевают. And now the children of Israel are beginning to turn their hearts back to the Lord. И теперь сыны Израилева начинают все-таки обращаться сердцами назад к Read Господу. verse 4 here, right? Прочитайте 4 стих, пожалуйста. И удалились сыны Израилевы, Ваалов и Астарты стали служить одному Господу. Okay, the Baals, that was a Philistine Canaanite god. Ваалы — это вот филистимские, хананейские боги. Second mention of Astaroth. Снова упоминается Астарты. And now the sons are removing these gods and serving Yahweh alone. И теперь израильтяне удалили этих богов и стали служить одному лишь Я. It's a brief, short little verse, Маленький, коротенький стих. but it's a huge change, a huge turning away, turning back to the one true God. Но это огромные перемены, огромный поворот, разворот назад к единому подлинному Богу. So the people are returning to God, the one true God. Видим, что люди возвращаются к единому истинному Богу. And as a result, God's going to grant them victory over the И в Philistines. результате этого Бог дает им победу над филистимлянами. When the children of Israel are living according to the law, according to obedience, He gives them victory. Сыны Израилевы живут согласно закону, в послушании Богу, то Бог дает им победу. And we have a couple of verses that describe a little bit of that victory. И у нас есть несколько стихов, описывающих эту победу. Sasha, start with verse 7. Саша, начни с 7 стиха, пожалуйста. Когда же услышали филистимляне, что собрались сыны Израилева в Массифу, тогда пошли владетели филистимские на Израиля. Израильтяне, услышав о том, убоялись филистимлян. Okay, the Philistines were a very powerful group of people. Филистимляне были очень могущественным народом, группой людей. And there's one of the mentions they gathered where? At Mishpah. И вот упоминание здесь, что они собрались в Массифе. And the children of Israel are fearful because they are powerful people. И сыны Израилевы, мы тут видим, они убоялись, потому что филистимляне были весьма могущественны. So what did the sons of Israel say? Verse 8, И Sasha что again. говорят сыны Израилевы в 8 стихе? И сказали сыны Израилевы Самуилу, не переставать взывать о нас к Господу, Богу нашему, чтобы Он спас нас от руки филистимлян. So, sons of Israel ask Samuel to cry out to the Lord. И сыны Израилевы просят Самуила, чтобы тот взывал о них к Господу. And Vlad, do you want to read verse 11? Skip down to verse 11. И, Влад, прочитай, пожалуйста, 11 стих. Выступили израильтяне из Массифа и преследовали филистимлян, и дожали их до места под Литхором. So God answers the prayer, gives them victory. И Бог отвечает на молитву и дает им победу.